Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале о стильном рукоделии. Меня зовут Оля. В этом видео хочу рассказать о кардигане из пряжи Малабрига Меча. Это очень интересный кардиган. Он также интересен тем, что пуговицы к нему я делала своими руками. И про пуговицы я расскажу в следующем своем видео, расскажу, из каких материалов делала, расскажу о технологии. И если вам это интересно, то нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А сегодня буду рассказывать о самом кардигане. Несколько лет назад я в магазине пряжи случайно увидела упаковку очень красивой пряжи. И, как это часто у меня бывает, сразу ее купила. И купила 7 пасм этой пряжи. Пряжа Малабрига Меча. Это ровница, пасмы по 100 грамм. В каждой пасме 120 метров. Это пряжа супервош. И ее можно стирать в машине, что я, собственно, и делаю. Пряжа окрашивается вручную, каждая партия отдельно окрашивается. И купив пряжу, я связала жилет. Я вообще не ношу жилеты, но я случайно увидела где-то в интернете фотографию вязаного жилета, мне так понравился, что я по картинке его связала. Но, конечно же, не носила, он лежал в шкафу, и каждый раз, когда я на него смотрела, я думала, надо бы мне из него связать что-то более полезное, так как цвет красивый, пряжа дорогая, но не приходило в голову, что. Однажды я залезла посмотреть вообще, что вяжут люди из этой пряжи, и увидела красивый кардиган с узором араны. Мне он очень понравился, и как-то вот думаю, когда-нибудь свяжу по его мотивам. А потом еще я увидела видео Али с канала Модное вязание. Она давала ссылку на расчет петель для реглана, и я ее увидела, мне так понравилось, я решила попробовать и сделала расчет, и оказалось, что резинка одной части из жилета, она как раз имеет ровно столько петель, сколько мне нужно на горловину. Я распустила жилет, отпарила пряжу и подняла петли с резинки и начала вязать. Распределила петли и начала вязать росток. И, соответственно, этот кардиган связан у меня сверху вниз с ростком. Регланные линии оформлены у меня косами, они переходят в боковой узор. Я потом еще покажу это все поближе. На спине, по всей спине идет, посередине идет такой тоже узор. Узор я взяла из вот этой книжки. Эту книжку мне подарила мама. Нора Легон, энциклопедия узоров. Для тех, у кого есть эта книжка или кто хочет, кто купит ее, я скажу, что это номер узора 33, номер узора. Я показать его не могу, так как, наверное, это будет нарушением авторских прав. Могу показать только свое исполнение, чуть позже покажу поближе. Этот кардиган связан без швов, рукава я вязала на чулочных спицах по кругу, планку набирала по краю вот здесь и вязала. На одной стороне делала петельки для пуговиц. Весь кардиган связан на спицах номер 7. Кроме, конечно же, планка и манжеты, сама резинка связаны на спицах номер 6. И ушло у меня на этот кардиган примерно 620 граммов. А вообще у меня на жилет ушло 500 граммов, и я 2 пасмы сдавала. А потом, когда решила вязать кардиган, поняла, что мне не хватает, и купила еще 2 пасмы, но ушла вот только одна и еще капелька от другой. Еще у меня есть остаток. Вот я вообще не люблю остатки, но не знаю, куда его применить. Вот узор, который идет посередине спинки. Вот я показываю, серединка это как раз из книжки, а сверху вот этот кусочек это часть этого узора, вот это, а снизу это часть этого узора, который идет сверху, повторяется. Так это все выглядит.
А это регланная линия, вот идет коса, две регланных линии соединяются между собой в этот же узор. Вот верхняя часть этого узора и нижняя часть этого узора без серединки. А теперь, наверное, покажу на себе этот кардиган. Сейчас одену, продемонстрирую. Пряжа это очень классная, мне вообще малабрига очень нравится. У меня кроме этого кардигана из малабрига связаны еще и шапки, и бактус, и еще один кардиган. И вообще мне очень нравится эта пряжа, ее сразу видно, то есть издалека видно, что это именно малабрига. А раньше я читала и смотрела, что многие говорили, что малабрига, она такая дорогая, она вообще не стоит своих денег, и как бы она и закатывается, и плохо носится, но на самом деле это все неправда. Малабрига стоит своих денег, она выглядит дорого даже в изделии, она прекрасно носится, мягкая, нежная, она вообще не колючая. Насчет катышков, то это вообще такой вопрос. Пряжа скатывается любая, скатываются даже ткани, даже толстовки из футера скатывается и дорогая, и дешевая одинаково. И тут единственное, что нужно иметь просто машинку от катышков. Она у меня вообще в тумбочке прикроватной лежит, и я ей все обрабатываю, где бы ни появились какие-то катышки, даже толстовки из футера, брюки, куртки, все, на чем образуются катышки, эта машинка прекрасно убирает их. И также этот кардиган, его почистить машинкой от катышков, и он становится как новый. Также она легко вот так вот пощипывается, то есть можно отщипнуть все эти катышки, и изделие будет прекрасно выглядеть. Дальше еще хотела сказать, что пряжа эта в машинке стирается, я стирала много раз, она единственная, когда намокает, она так расползается немножко, но потом после высыхания она приобретает первоначальные формы. Образец у меня никогда не садился, не растягивался, и все как первоначальный вид приходит после высыхания. Дальше я вставлю фотографии, а если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и всем пока-пока!